Однажды мне в интернете попалось видео, и оно меня очень тронуло. Девушка с большими печальными глазами рассказывала, как была зверски убита ее семья. Мама, папа и младший брат. Она не рыдала, не билась в истерике. Говорила спокойно, но с такой болью. Вот посмотрите, и вы поймете, о чем я. 27 декабря 2023 года в городе Петропавловск жестоко убили мою семью в собственном доме. В один миг я потеряла маму, папу и младшего брата. Это разорвало мое сердце и навсегда лишило самых близких людей в моей жизни. Мой брат, которому было 17 лет, был обездвижен и вынужден часами ждать своей смерти. Он слышал крики родителей. Девушку зовут Таня Приходченко, и она решилась рассказать всем о своей глубоко личной, огромной трагедии с одной целью, чтобы максимальное количество людей об этом узнало, чтобы на преступление обратили внимание. Потому что она уверена, что главный виновник может избежать наказания, вернее виновница, и сейчас она вообще на свободе. Вообще в этой истории все переплетено. Страстная любовь, похоронный бизнес, обман, невероятная жестокость и свобода вместо наказания. Слышите за кадром лай собак? За 2 дня до этого, 27 декабря, во дворе дома тоже надрывно лаяли собаки. Этот мужчина вместе с подельником зашли в дом. И дальше несколько часов длилась жестокая расправа. А потом наступила тишина. И только жуткий лай собак. В доме жила семья: Вадим, его жена Юлия и сын-подросток Юра. Еще у них есть дочь, Таня. Она в тот момент была в Санкт-Петербурге. Новый год собиралась провести с семьей в этом ее родном доме в Петропавловске. И вот 27 декабря вечером Таня звонит родителям. Мама с папой всегда ложились рано спать, поэтому я предположила, что она не ответила, но у нее в WhatsApp были 2 галочки, и сообщения дошли, и все. Утром я тоже пыталась ей дозвониться, но не получилось тоже, опять-таки. Стала звонить, опять гудки идут, а ответа нету. В душе поселилась, вот знаете, какая-то тревога. Материнское сердце чувствует, конечно. Я бы подумал, что они там, может, куда-то уехали, где-то отдыхают. А она нет, она тревогу сразу забила. Родители Юлии живут в Тобольске. Марина попросила подругу в Петропавловске поехать посмотреть, что там происходит в доме. Калитку подруге никто не открыл, только собаки лаяли. Позвонили в школу. Оказалось, что Юры в этот день там не было. И тогда родственник перелез через забор, чтобы попасть в дом. Он, говорит, собаку лопатой отогнал, говорит, кое-как прошел туда. Зашел туда и видит, Юля на кухне лежит, лужа крови, но он еще потрогал, что уже мертвая. Я, говорит, не помню, как я перескочил через тело Вадика, я увидел Юрины ноги только. И когда он увидел Юру, он позвонил сразу своей жене. Она говорит, вызывай милицию, сиди там. Я, говорит, только не знаю, как я буду сообщать Марине. Мне перезванивает. И начала со словами, я не знаю, как тебе сказать. И тут я все поняла. Поняла, что случилась какая-то трагедия. Но я не знала, что именно такая. Она говорит, Марин, их нету в живых, их никого нету, не осталось в живых. Позвонила бабушка, вся в слезах, и она кричала в трубку, их убили. И просто на тот момент как будто бы земля из-под ног ушла, и я не знала даже, что ответить, я в это не верила, до последнего не верила.
Переспросила еще раз, сказала, хватит так шутить, хватит так говорить. Ну, это неправда все. Ну, ехали, думали только об одном. Я, как сказать, тяжело было, но я, можно сказать, 50% я не мог поверить в это, но не мог, потому что нормально люди не могут так сделать, так поступить. Ну и просто-напросто не могут. Когда Таня и ее бабушка с дедушкой приехали в Петропавловск, в дом их не пустили, там работала полиция. Первой версией было ограбление. У семьи Приходченко успешный бизнес, компания по ритуальным услугам. Но зачем так жестоко убивать? Десятки ударов молотком и перерезанные горла. Подозреваемых задержали на следующий день Данилу Орлова и Сергея Емельянова. А дальше появилась версия заказного убийства. Главные мотивы – зависть и страстная любовь к роковой женщине, той самой, которая сегодня почему-то на свободе. У вас тоже есть ощущение, что реальность меняется быстрее, чем вы успеваете к ней привыкнуть? Сейчас с помощью искусственного интеллекта можно делать тексты, картинку, музыку, видео. И это не что-то сложное для программистов, а обычный рабочий инструмент. И сегодня на рынке востребованы те специалисты, кто умеет это использовать и осваивает новое быстрее остальных. Развитие искусственного интеллекта создало новую профессию – АИ-креатор. Это копирайтер, СММщик, маркетолог и дизайнер в одном лице. А бизнесу проще платить одному такому человеку от 100 тысяч рублей в месяц, чем держать 4 специалистов. Эту часть, кстати, с помощью искусственного интеллекта сделали студенты курса АИ-креатор от Skillbox, чтобы научиться делать так же. А еще создавать тексты, писать музыку, собирать лендинги, визуалы, а еще упрощать ежедневные задачи. Для всего этого будет полезен этот курс. Вас научат тому, что сейчас действительно пригодится в работе. Без лишней теории, через практику и реальные проекты. Вы освоите более 30 нейросетей, изучите необходимые инструменты и сделаете 16 проектов, а это уже готовое портфолио. Да, несмотря на весь ажиотаж вокруг нейросетей, специалистов, которые могут по-настоящему с ними работать, сейчас все еще мало. Поэтому спрос на них растет. Чтобы войти в эту сферу и начать зарабатывать, курс AI-Creator от Skillbox – один из самых понятных вариантов. По моему промокоду «Погребишская» скидка для вас в 55% и целый год английского в подарок. Переходите по ссылке в описании к этому видео или сканируйте QR-код на экране для того, чтобы получить бесплатную консультацию по курсу или оставить заявку на обучение. Дети, значит, начинаем урок естествознания. Юра Приходченко проводит урок в школе, и это день самоуправления. В свои 17 он очень высокий, с такой милой подростковой угловатостью. Говорит слегка смущенно, но уверенно. Вот у нас сегодня, получается, тема «Условные знаки». Вечером в школе будет новогодняя дискотека. Возможно, он там, как обычно, споет что-нибудь под гитару. В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. И вот Юра дома, готовится к школьной вечеринке. А родители, Вадим и Юлия, поехали за покупками к Новому году. В этот момент двое мужчин, Орлов и Емельянов, заходят в соседний от Приходченко двор. Там никто не живет. Как вы прошли в дом потерпевших? Сергей завозил его здесь, и следом за ним я вот сбоку. Даниле Орлову 26 лет. Он заикается не от волнения или страха, это особенность его речи. 2,5 часа Данил подробно, с такой готовностью расскажет, что происходило в тот самый день. Орлов и Емельянов подошли к дому и увидели, что Вадим с женой выехали на машине. Их засекли камеры, которые стояли в начале улицы. В тот момент мама с папой на машине приехали домой.
они заехали, что-то забрали и уехали обратно. И в этот момент Емельянов с Орловым, они отвернулись от машины, что их папа не заметил. Они боялись, что Вадим их узнает, ведь они знакомы по бизнесу ритуальных услуг. Об этом мы еще очень подробно вам расскажем. Дальше преступники, понимая, что во дворе 2 собаки, прокрались в дом с черного хода. С собой у преступников были молотки. Сергей подошел, за дверь, она была открыта, и мы зашли. И получается, вот тут вот вышел на встречу сын. Он уже здесь был, да? Ну, получается, он оттуда сюда вот шел. Он поздоровался, спросил, вы кто? А Сергей сразу ударил кулаком. Здесь он его ударил, после удара он упал вот так вот и ударился об стенку. Вот он упал, он взял подушку, возможно, так здесь было, и кинул на лицо ему, ну, чтобы он его не видел. Когда смотришь на кадры следственных действий, видишь уютный дом, украшенный к Новому году, с елкой, с гирляндами. И на этом фоне особенно жутко звучит спотыкающаяся речь человека, из-за которого семья больше никогда не встретит Новый год. Кейс сказал мне найти веревку. После первого удара Юра на короткое время потерял сознание. А когда пришел в себя, снова стал спрашивать, что вам надо? Но ответа не получил. Они сначала положили его в его комнату, потом нашли футболку, связали руки и накрыли лицо. Из той комнаты перетащили в комнату родителей. Они отнесли его в комнату, положили на кровать, пытались что-то расспрашивать, когда приедут родители, где находятся документы. Братик ничего не отвечал, потому что он просто не знал. Он говорил, что я могу позвонить, я могу узнать, что вам нужно вообще, но на его вопросы никто не отвечал. Юра отчаянно пытался освободиться. Преступники заметили это и плотно замотали его руки скотчем и стали спокойно обыскивать дом. Искали документы, связанные с похоронным бизнесом семьи, ценности и деньги. И вроде бы как все нашли. Но почему-то остались ждать в засаде старших Приходченко. Когда в дверях появился Вадим, на него сразу обрушились удары молотком. Дочь, у тебя мой первый или второй, не помню, по-моему, какой-то первый или второй сотовый телефон, который я купил, Моторола, и топик, который ты сделала из мамкиного шарфа. Такой день был хороший. Таня прислала нам много голосовых сообщений от мамы и папы. Они каждый день были на связи. Рассказывали про такие простые, иногда смешные и трогательные детали будней семьи. Вадим вообще человек с хорошим чувством юмора. Я так скромненько креветки приготовил. Это мы вчера с мамой в Ашане были. Ну, взяли, думали вареники купить потом. Ну, вареники дорого. Решили креветки пожарить. Привет, смотри, у меня какие ромашки распустились. Думала, в этом году не будет, а нет, распустились. Как у тебя дела? Что там, как с работой? Когда родители присылали эти сообщения, Таня училась в Санкт-Петербурге на дизайнера, а вся семья жила в Петропавловске. Это город на севере Казахстана. Вадим и Юлия здесь родились и выросли. Они вместе учились в учетно-экономическом колледже здесь, в Петропавловске. Только папа учился на строителя, а мама на экономиста. И вот папа, когда увидел маму, он сразу сказал, что он женится на ней. Ну и с тех пор они неразлучны. С Юлей они жили прекрасно. Они даже ссорились, шутя. Похихикали друг над другом, и все, и опять мирно живут.
Вот. Для Юли он ничего не жалел. Он такой был, что, ну как сказать, не скряга. Вот. И был настоящим мужчиной, можно так сказать. Отцом, мужем. Это все было по-настоящему. Танька, балерина. Они снимали свою счастливую семейную жизнь на камеру. Вот маленькая Таня делает прическу маме. Рядом усилия стилиста оценивает бабушка Марина. Вадим обожал дочку, так как любит своих малышек только папы. Нежно и с восхищением. Когда Таня подросла, и ей было уже 7 лет, родился Юра. Ну, конечно, безумно были рады тому, что родился Юра. Я Вадима вообще не узнавала. Он как будто приобрел еще одни крылья. Он безумно рад был Танюшке. Ну, а здесь еще сыночек, маленький этот ангелочек. Свой бизнес Приходченко начали в нулевые. Вадим вообще любил и умел заниматься деревом. Мастерил мебель и все что угодно. Любой сложности. И вот они с Юлей, напомню, Вадим по образованию строитель, а Юля экономист, изучили рынок и поняли, что есть направление, в котором можно развиваться. Ритуальные услуги. Учитывая столярные таланты Вадима, начали с самого простого – изготовления гробов. Он был работяга, трудяга был, потому что начинали они, можно так сказать, что с этих досок, которые строгали, значит, во дворе, тяжело им приходилось, очень тяжело. Первоначально-то получилось как? Он вообще колотил гробы сам дома у нас. Мама ему помогала. И с того момента по крупицам он все это собирал. Юлечка, она всегда его поддерживала. У них был вот такой вот тандем, она всегда его поддерживала. Юля в бизнесе занималась, вот когда они уже начали делать венки, закупкой цветов, заказом каркасов, принимала звонки. К 23-му году у них уже хороший бизнес развивался, работали они стабильно. У них уже была сеть магазинов «Ангел». Значит, был цех по изготовлению гробов и был цех по изготовлению венков. Был ряд сотрудников. В один из приездов они сказали, говорит, мам, у нас здесь такая большая конкуренция. Мы держимся но таких вот руганий, чтобы скандалов, нет, такого не было. Все было в мире. Бизнес приносил доход. Но это не миллионы, а чтобы жить прилично, растить детей и путешествовать. На момент событий Вадиму было 45 лет, а Юлии 44 года. Вот такая сегодня у меня сложная работа, еще и по горам ходить придется, и еще, наверное, купаться придется. Сюда, Таня, надо ехать, смотреть, тут, реально, телефон такой вообще не передаст, классно. Особенно вот по дороге, когда поднимались, там скалы такие, огромные валуны такие лежат, вообще супер. И все было очень хорошо. Дочь Таня получила диплом дизайнера в Петербурге, она уже работает. А сын Юра в выпускном 11 классе. И все идет по плану. И для бизнеса 2023 год невероятно удачный. Компания Приходченко выиграла самые главные тендеры, опередила всех конкурентов. И вдруг вся эта годами выстроенная жизнь меняется в один момент. Юра лежит связанный, он ничего не видит. Голова замотана футболкой. Он только слышит, как вернулись родители. А дальше удары, крики, хрипы. Юра будет слышать это долго. С ним преступники расправятся в последнюю очередь. Орлов и Емельянов узнали у Юры, где лежат деньги и драгоценности. В этом серванте было много монет. Юра копил. Может быть, на новую гитару. И мама Юры тут хранила свои нехитрые ювелирные украшения. После этого он взял сундучок, какой-то из вот этих. Взял сундучок, наверное, вот этот. Или не этот. Открыл, закрыл и положил обратно. После этого он видел второй. Открыл ее. И тут были золотые украшения. Какие именно, помните?
кольца всякие, сережки там, возможно, там какие-то цепочки. Сколько всего золотых изделий, знаете? Получается, он их сундук открыл, высыпал себе на ладонь. Ну и получается, в ладони так золото. Потом искали документы компании Приходченко и какую-то флешку. А дальше стали ждать возвращения Вадима и Юлии. Прошло пару часов, уже стемнело. И вот они услышали шум, въезжающей во двор машины. В 17:13 они подъезжают к дому, папа паркуется. Заезжают, паркуются, и они заходят домой. Папа успел загнать машину во двор. В это время мама, скорее всего, ушла либо в огород, либо в баню. Она пришла намного позже. Папа зашел домой, он успел снять ботинки, он успел повесить куртку. Мы прошли сюда. Дальше. Получается, после этого я встал вот здесь вот. Он взял молотки, оба молотка взял. Он один сказал взять мне и спрятаться. Вот я встал сюда. Вот для имитации молотка в руке возьмите. Вот представьте себе, что это молоток, в каком положении вы держали и где вы находились. Вот получается, я вот так вот сжался, чтобы не видно было, и вот так стоял. Ага. А где находился Сергей? Сергей это во время стоял вот здесь. Сергей Емельянов не просто стоял. Он подходил к окну, смотрел, что происходит во дворе, потом возвращался к двери и снова бросался к окну с азартом охотника, выжидающего жертву. И вот хлопнула дверь, и Вадим зашел в дом. Скорее всего, в этом месте он увидел, что на кровати лежит брат, связанные руки у него, потому что когда заходишь в комнату, где вешаешь одежду, и дальше вот комната, где он лежал, скорее всего, было видно его силуэт. Он сразу, скорее всего, направился туда. Дальше, по показаниям Орлова, началась беззвучная пантомима. Емельянов хотел, чтобы первым напал Орлов. Как он показывал? Как-то жестами, типа, давай, выходи. Орлов, по его словам, не решился, и Емельянов пошел сам. Вы все время здесь находились? Да. Он вышел туда, в ту комнату. Вы дальше также находитесь на месте, да? Угу. Ага, потом? Сразу же я услышал сильный треск и крики Вадима. Он, получается, упал и стал кричать. В этот момент уже зашла жена и начала тоже кричать. После этого Сергей дальше бил Вадима, потому что он кричал сильно. И сказал мне, чтобы я заткнул жену. Вадим узнал нападавшего. Сергей Емельянов тоже занимался ритуальными услугами. Но компания у Емельянова крошечная. Орлов работал у него санитаром и копальщиком могил. Емельянов Вадиму не конкурент. Но в жизни Сергея была большая любовь – Ирина. И вот ее компания была прямым конкурентом Вадима. Позже следователи узнают, что сразу после преступления Емельянов поехал к любимой, к Ирине. Позже ее арестуют за подстрекательство к убийству. Но в итоге она окажется на свободе. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется «Погребишская без сахара», и туда приходят все наши герои или их близкие и рассказывают о том, какие у них новости. Имейте в виду две вещи. Первое. Переходите строго по ссылке в описании к этому видео, а не по поиску. Иначе вы можете напороться на мошенников. И второе. В нашем телеграм-канале около 400 тысяч подписчиков. Так что не перепутайте. Ирине Скоробогатовой на тот момент было 43 года. Симпатичная блондинка, уверенная в себе бизнес-вумен. У нее высшее образование.
и успешная компания ритуальных услуг. Досталась компания в наследство от папы. Емельянов, ему тогда было 36 лет, влюбился. И вскоре они с Ириной начали жить вместе. И вот Сергей все чаще видит любовь всей своей жизни грустной. Она жалуется на проблемы в бизнесе. Она теряет выгодные тендеры из-за Приходченко. На протяжении многих лет я не могу сказать, что папа с ней конфликтовал. Но папа старался сделать честным и законным рабочие моменты, на что она никогда не соглашалась. Нужно сказать, что мне, наверное, к счастью, никогда не доводилось погружаться в этот далекий на сегодня от меня мир похоронных услуг. Ну вот разве что в сериалах, а в жизни нет ни разу. Попробую вам рассказать без юридических тонкостей всю суть конфликта. Ну вот представьте, в маленьком городе есть большая компания во главе с энергичной, харизматичной Ириной. У нее полная монополия на работу на главных кладбищах. И тут появляется конкурирующая компания. Компания Вадима. В Петропавловске разгорается громкий скандал вокруг местных кладбищ. В городе организовали прибыльный бизнес на костях. Элитные места для усопших продают за большие деньги. Хотя участки государство выделяет бесплатно. И все это в руках одного агентства. Сейчас 2 городских кладбища находятся в доверительном управлении одной компании – Петро-спецобслуживание. Только это агентство имеет право рыть могилы и обслуживать похоронную процессию. Остальным разрешается разве что торговать венками и гробами. Для чего это делать? Чтобы не было несанкционированных захоронений, потому что они часто у нас практиковались. Более того, они обучены специально, то есть санитарные нормы должны быть строго соблюдаться там на определенных секторах, есть определенные там ряды, места. Другие ритуальные компании считают это недобросовестной конкуренцией и требуют признать сделку между Акиматом и Петро-спецобслуживание незаконной. Передали доверительное управление одной фирме, только она имеет право заниматься захоронением, то есть предоставлять услуги по захоронению. Никакая другая фирма это делать не может. Компания Вадима крепнет, развивается, и у него возникает вопрос: а почему у вас, Ирина, монополия? И начинает бороться за право оказывать такие же услуги. И выигрывает суд, потому что по закону монополии в таких услугах быть не может. Потом начинаются тендеры на крупные госзаказы. И Вадим их тоже выигрывает раз за разом. За несколько недель до трагедии он выиграл один из самых больших и самых прибыльных своих заказов. Это был тендер на содержание кладбищ. Это захоронение, уборка и все остальное. В Петропавловске, где живет чуть больше 200 тысяч человек, 2 крупных кладбища – мусульманское и христианское. То есть, получается, основному источнику доходов Скоробогатовой в каком-то смысле угрожал ваш папа. Да, так и есть. Это, наверное, самый большой источник дохода, который был у нее. И были еще тендера по вывозу покойных с больниц. Вот просто абсолютно все больницы были выиграны папой. Если кратко, то получилось так, что до этого у Скоробогатовой прибыль по тендерам именно была порядком в районе 50 миллионов. То есть очень большая сумма, еще и на те годы. А когда папа начал выигрывать тендера, то сумма снизилась до 5. То есть вот такая колоссальная разница. И это прямое доказательство того, что Скоробогатовой папа мешал. Это очень хитрый человек, очень хитрый, эта Скоробогатова. Она старалась, как допустим, Вадик, все, мы вместе будем работать, друг другу мы не будем, мешать, а сама, в общем, постоянно пакостила, постоянно. Это я знаю только Вадик один-единственный раз, он сказал, что с ней уже невозможно просто-напросто разговаривать. Скоробогатова писала и в прессу о том, что они, допустим, плохо убирают кладбище или еще что-нибудь. Она несколько раз писала, и статья в газете была, и, на телевидении там было. Скоробогатова делилась своими горестями с любовником. Ее бизнес без компании Вадима процветал бы. И тогда они с Емельяновым жили бы чудесно, безбедно и вместе занимались бы развитием компании. Это она говорила постоянно. Это не моя фантазия, об этом написано в обвинительном акте от прокуратуры. Этот акт
с обвинением Скоробогатовой в подстрекательстве к убийству был позже передан в суд. Но Емельянов настаивал: Ирина ни при чем, и вообще всех убил Орлов. Но у того была своя версия. Вернемся на место преступления. Данил рассказал и показал, что Сергей нанес Вадиму несколько сильных ударов молотком. Каждый удар он сопровождал яростным звериным криком. Получается, Вадим был там, и Сергей убил и кричал. В этой комнате находилась супруга, и вы вышли навстречу. Вы сказали, что выронили молоток. Где вы его выронили? Ну, я не помню, просто я вышел, где-то он упал у меня. Пока положите. Получается, в руках у вас его не было. Дальше. Получается, я стал вот ходить. Она испугалась и упала. Ага. Дальше. Ну, получается, она кричала, а Сергей кричал, чтобы... Ну, он, получается, хотел, чтобы я сделал так, чтобы она не кричала. Дальше. Я, получается, подошел к ней, прислонил водой к рту. Так, можно нам этот манекен для имитации? Она дальше кричала? Но она чуть успокоилась. И я руку убрал. Потом? Она стала просить, чтобы пустили ее к Вадиму, чтобы она могла ему помочь. И то, что у нее или у него больное сердце. Сергей орал, чтобы я что-то с ней сделал. Тут везде Орлов говорит, какой он добрый парень, что он не мог ударить молотком. Но на суде будет доказано, что преступники действовали вместе. Поэтому все, что вы слышите здесь, это всего лишь версия Орлова. Так вот, дальше Данил рассказывает, что якобы так и не смог ударить молотком Юлию. И тогда пришел Сергей. Он выпытывал у Юли, где документы на тендер. А на это жена ему ответила, то, что ни в каких тендерах она не участвовала, то, что можете все взять, ну и только не трогайте меня. Она говорила то, что у меня ребенок. После этого, он стал на нее кричать. Но в основном там были маты, а что именно, я все уже не помню. Но по ему виду я понял, что он собирается ее убить, и я отвернулся и вышел в зал. Он что делал? Я услышал сильный хрип и сильные вдохи. Преступники расправлялись с семьей Приходченко по одной схеме. Сначала били молотком, а потом в ход шел нож. Целились в сонную артерию. Первые убили Юлю. Вы понимаете, я не могу представить, что перетерпел мой внук, когда он слышал, убивали его маму, потом папу. Папа боролся как мог, и он знал, что его тоже не будет, и что его убьют. Что чувствовал ребенок этот? Хотя Орлов и сам говорит, что Юля его просила: я никому ничего не скажу, я никуда заявлять не буду. Дайте мне помочь мужу, у него сердце, и у меня дети. Почему они-то не пошли на это? Значит, я считаю, что это заказное убийство. Это 100% заказное убийство. Вадим начал кричать и звать жену свою. И вот Сергей стал орать, чтобы я вернулся. Когда я вернулся, получается, он дал мне второй нож и стал орать, чтобы я убил Вадима.
Дальше Орлов рассказывает, что он так и не смог убить Вадима, и в этот момент закричал Юра. И Сергей велел разобраться с парнем, пока он будет добивать хозяина дома. Сейчас я пошел в эту комнату, а это время Сергей стал резать горло Вадиму. Это как вы поняли, что он резает горло Вадиму? Ну, получается, он еще был живой, и хрип был сильный, вздохи сильные. Юра лежал в родительской спальне, все слышал, но не видел. Напомню, что его лицо было закрыто. И эти ужасные звуки – это последнее, что слышал Юра. Посмотри, что ты сделала. Посмотри, что спотела как, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Не знаю, как вы, но когда я смотрю чужой семейный архив, я сразу по атмосфере понимаю, какие отношения были в семье. По звуку голоса, по шуткам, по тому, как они разговаривают. И вот в этих ценных для Тани и ее близких видео в них столько заботы, нежности и любви, так много смеха в кадре и за кадром. Два слова в новом году. В новом году? Теща, Только пожелаю чего-нибудь хорошего и все. Я еще очень много храню вещей, маминых и папиных, в которых я сама хожу. Это вот папина кофта. Он ее надевал еще, когда ему было, наверное, лет 20. Настолько она старая. Вот. А вот это жилетка. Я ее надеваю только вот на какие-то важные мероприятия. А еще в этой жилетке он был на мое рождение, когда выписывали из больницы маму. А это мамина кофта. Она немного помятая. Она в ней очень часто со мной гуляла, еще в детстве. Юлия невероятно добрый и заботливый человек. И поэтому к ней тянулись все. Не только ее дети, муж, родители, но и вообще все окружение. И не только люди, а если можно так сказать, и природа тоже. Растения в ее любимом огороде, домашние питомцы. Вот так помыть. Последний бренд. Ой, как помылись мы хорошо. Вот какие мы чистые. Крысы. Есть фотография, где мы с мамой запускали мыльные пузыри, и их ловил Барон, наша собака. Вообще у нас было очень много дома собак. Угу. Попалась? Ага. Смоталась. Не смоталась. Не смоталась, ты не смоталась. Родители много работали, и это понятно. Запустить бизнес с нуля и потом стать одной из главных в городе компаний – это, конечно, требует очень много времени и усилий. Потому что он очень требовательный был к себе, требовательный был к работникам, которые работали, но и никогда их не обижал, значит, платил, очень хорошо платил. И сам трудился он, ну, в работе весь, вот такой был зять. А Юлечка у нас, она трудяга была, она, знаете, как пчелка Майя, вот честное слово. С продавцами она очень хорошо, мирно жила всегда, помогала им, когда могла, давала выходные, сама выходила, работала за них. Вот, тоже в деньгах их никогда не обижала. Ну, в общем, можно так сказать, что она была душой коллектива. Она все время с улыбкой, она очень добродушная девочка была. Я извиняюсь, конечно. Для них работа была, ну как сказать, она не в тягость, она в радость была им, просто-напросто. Любая работа. Он и в огороде помогал, все. А Юля это чисто по дому, стирка, убирка, там, готовка, вот это все, это было ее. Мы с мужем воспитывали Юлю так, чтобы у нее не было никогда ни зависти, ничего. Быть надо добрым. Добрым быть надо и к людям, и к животным, и ко всем. Нельзя никого обижать. Ведь она не могла пройти мимо никакой кошки, собаки. Ей всех было жалко.
так же и людей. И я знаю, что Вадик, он точно так же был воспитан. Уже повзрослевшие дети в самые сложные моменты могли всегда откровенно поговорить с родителями. Как это было, когда Таня после диплома принимала решение – жить и работать в Петербурге или вернуться домой. С папой есть любимые фотографии и видео, где мы ездили в 23-м году в Боровое. Это очень значимое для меня время, потому что мы очень много разговаривали, и разговаривали уже на более взрослые темы, что ли. И я много чего рассказала про то, что меня волновало на тот момент, про то, что вообще как дальше работать, что делать. Он мне очень много хороших советов дал. Он меня тогда очень сильно поддержал. Он как-то мне даже писал в сообщениях его повторно: «Ты, главное, воюй, а я тебя во всем поддержу». Потому что просто так в этой жизни, к сожалению, ничего не дается. И за что-то нужно сражаться. То, что у тебя сейчас какие возможности есть, используй их по полной программе. Я тебя поддержу все 500%, 1000, миллион, миллиард. Используй их, пожалуйста. В этих сообщениях по взволнованному голосу отца, в котором слышны даже слезы, понятно, насколько важен для Вадима выбор дочери и ее будущее. В этой семье вообще все заботились друг о друге. Летом и на праздник дети ездили с большим удовольствием к бабушке и дедушке в Тобольск. Ну вот это самая первая поделочка такая, которую Юрочка мне подарил. Сказала: баба, пусть она у тебя всегда лежит в кошелечке, копится денежка, и ты будешь к нам приезжать. Вот такой браслетик. Он очень любопытный парень. И самое главное, что он добродушный. Он никогда никого не обижал в своей жизни. Мы даже с ним разговаривали. Говорю: Юра, ну мальчишки здесь балуются же, тоже наезжают. Вот. Я говорю: ну ты можешь за себя ответить? Он говорит: дед, я не люблю драться. Я люблю все решать мирным путем. Сила у него была, но ума у него было намного больше, чем силы. Еще очень люблю видео с Юрой, как он на дне самоуправления был учителем, как он все это рассказывает, где он поет, где он играет на гитаре, играет на флейте. Это вообще, его, конечно, без слез невозможно смотреть. Очень интересно, необычно, в принципе, ощущать себя в роли педагога, потому что как-то, ну, все равно привычно видеть себя в роли ученика. Юра лежит в комнате родителей, слышит странные звуки, а потом наступает тишина. А дальше шаги. Преступники заходят в комнату. Вы зашли в эту комнату. Здесь, получается... Положите манекен. Лежал сын и кричал. Он был укрыт, да, получается? Получается, его голова была просто обмотана. Не видно было ни лица, ни Предположим, ничего. в таком положении находился. Дальше. Сергей, он стал еще сильнее кричать, чтобы я ударил сына Вадима. Дальше ваши действия. После этого я его ударил. Дальше. Ну, получается, один раз ударил, он стал кричать еще сильнее. Тогда я ударил еще раз, и тогда крики стали немного тише. Он зашел сюда тут же. Сергей зашел? Да. Дальше. Он сказал, что я неправильно держу молоток. Получается, там молоток был, одна сторона тупая, а вторая острая. А он развернул на острую и сказал, что надо было так. После молотка Емельянов взял в руки нож. Это был уже второй нож, которым он убивал. У первого погнулось лезвие. С таким остервенением преступник перерезал горло жертвам. Я ушел, но тут
Сергей остался, он либо сначала лотком его добил, или сразу стал ему перерезать гроб. Вся расправа с момента, как убийцы вошли в дом, заняла около 3 часов. Документы, связанные с компанией и тендерами, преступники пытались уничтожить. Часть документов, они подумали, что печка топится, ну что она теплая, хотя у них электрокотел, значит, был у ребят. Печка тепленькая, они засунули туда, что типа сгорят. Это не люди уже, это убийцы, натуральные убийцы. Для них, я говорю, что комара шлепнуть, что человека убить, и разницы никакой нету. Они холоднокровно, они пришли, хоть они и говорят, что там за документами какими-то, вранье все это, они холоднокровно пришли убивать. Дальше убийцы переоделись в одежду Вадима и Юры, чтобы соседи подумали, что это Приходченко вышли из дома. Они сложили в рюкзак все ценное, и кое-какие документы, и флешку. В общей сложности забрали в переводе с тенге на рубли чуть больше 300 тысяч рублей. 300 тысяч – цена 3 жизней. После убийства Емельянов сразу собирался поехать к Ирине, рассказать о том, что он решил все проблемы. Но недалеко от дома почти сразу их остановила полиция. Так совпало, что в это время участковый приехал к соседке Приходченко. У той сын состоял на учете в полиции, и участковый должен был его проверять. В это время они как раз были на улице. Рядом с ребятами дом, который стоял, там стоял дом заброшенный. Там никто не жил. Оттуда вышли 2. И она обратила внимание, она сказала: Ерлан, смотри, опять, наверное, металл воруют. А они, пошли в другую сторону. Участковый был не один, он был с помощником на машине. Они сели на машину, они догнали их. Можно на секунду, да? Участковый инспектора. Нормально все, здорово? Что вы там делали на Почкуна 83? Емельянов сказал участковому, что они работники у папы, и папа попросил их сделать сюрприз для мамы новогодний. Выходи, да. Знаете их? Нет. У Вадима делаем гробы, работники. Ты знаешь его, работники? У Вадима? Да. А были-то где? Что оформительно работает? Нет, у Вадима вы были, а заходили к... Там закрыли, он сказал, закройте, вот так обойдете, придете. Сейчас он подъедет. А железо кто трогал? Отодвинул? Не знаю, понятия не имею. Емельянов? Да. И их так отпустили. Невероятный уровень цинизма и хладнокровия – вырезать семью и спокойно рассказывать полицейским про новогодний сюрприз, в то время, когда в рюкзаке похищенные вещи, а в пакетах окровавленные молотки, ножи и одежда. Полицейские проверили Орлова и Емельянова по базе, ничего подозрительного, поэтому отпустили. Вот здесь, по показаниям Орлова, они в этих камышах выбросили ножи и молотки. Какую-то часть из того, что они взяли с собой из дома. Но когда проводился обыск, ни одного из предметов не нашли. И металлоискателями искали, и там несколько часов это все проводилось, но никто ничего не нашел, ни один из ножей, ни один из молотков. И впоследствии они дальше пошли по этой улице прямо, чтобы пройти через ЖД пути. Там же они выбросили одежду, которую они забрали из дома. И потом только дошли до станции. Избавившись от улик, Емельянов поехал к Ирине. В уголовном деле было написано, что для конспирации он надел женскую одежду. После того, как они приехали в город, он встретился с ней на территории 3-й городской больницы и в машине уже сказал. То есть буквально спустя час-полтора он уже сообщил. Он сказал, что их нет в живых, причем он взял это местоимение, что всех нет, не только одного папы.
Ее это, скорее всего, как она утверждает, что она подумала, что это шутка, ее это никак, похоже, не задело. Уже после ареста Ирина рассказала на допросе, что после того, как любовник признался в убийстве, у нее якобы случилась истерика. И она потребовала, чтобы Емельянов и Орлов пошли в полицию и во всем признались. Но в показаниях Орлова все было не совсем так. И они поехали до Орлова. Якобы, что она говорила, нужно сделать явку с повинной. Они поехали до Орлова, и она Орлова заставляла взять всю вину на себя, написать явку с повинной, потому что Емельянов уже сидевший, ему нельзя в тюрьму. А за что он сидел? Там были и кражи, и разбои. А на следующий день Скоробогатова якобы поняла, что шума нет, Сергея не ищут, и решила, что все это злая шутка, и вот поэтому не сообщила в полицию. Но уже вечером Емельянова и Орлова арестовали. Участковый вспомнил, что видел их около дома, а дальше их быстро нашли и отправили в СИЗО. Сергей рассказывал следователям разные версии, но все они сводились к одному – все сделал Орлов. Ирина вообще ни при чем, а сам Сергей – просто жертва обстоятельств. По первой версии, Емельянов рассказал, что якобы у него был конфликт с Приходченко, что Вадим у него увел клиента и угрожал ему неким компроматом. Как будто бы у Вадима было видео, как Емельянов дает взятку полицейским. И вот он пошел к Вадиму, чтобы якобы просто поговорить, а Орлов с ним за компанию. Но якобы Вадим вел себя агрессивно, бросался в драку, а дальше Орлов начал убивать. Как утверждает Емельянов, что папа назначил встречу дома. Но он этого не мог сделать никогда в жизни. Сколько лет, 25 лет я прожила дома, никогда у нас дома не находились работники, даже на территории двора. Все вопросы решались на работе, потому что куча мест, где можно поговорить. Емельянов говорит, я искал компромат. Какой компромат? Что-то типа Вадик ему там угрожал или еще что-то. Но я не верю им. Я считаю, что это заказное убийство. Таня, у меня вопрос такой не дает покоя мне. Зачем это понадобилось? Зачем нужно было всех убить? У меня такой же вопрос. Я не понимаю. Если они решили так избавиться от свидетелей, ну просто... А при чем тут тогда мой брат маленький? При чем тут мама? Если вы хотели припугнуть его просто, Вадима, допустим, что-то у вас там по коммерческим делам, можно же было как-то, не знаю, связать Юру. И если бы Вадик зашел, и это бы увидел, все, что надо, Вадик бы вам отдал. Но зачем убивать? Зачем всю семью убивать? Вот этот вопрос никак не выходит из головы. Это, значит, раз вы убили всю семью, вы хотели отжать бизнес, вы хотели уничтожить всех. Если вы хотели отомстить одному Вадику, ведь его можно везде в городе было и увидеть, и, как вам сказать, но почему именно вы пришли домой? Убийцы готовились к преступлению. Следователи восстановили всю картину. Емельянов и Орлов оставили машину и в ее салоне свои телефоны на станции техобслуживания. Попросили знакомого подвезти их, но вышли чуть раньше, не доезжая до дома Приходченко. Орлов знал, они не просто идут поговорить. Емельянов за помощь обещал ему карьерный рост в своей крошечной компании. Орлову, значит, предложили должность, значит, замдиректора какой-то там фирмы. Ну, в общем, если человек недалекого, небольшого ума, то он его и потащил за собой. Он хотел свалить на все на это Орлова. Скоробогатову арестовали на следующий день за то, что она знала про убийство, но не сообщила в полицию. А дальше уже собирались доказательства в подстрекательстве к убийству. По данным следствия, поводом для убийства послужила конкурентная борьба двух похоронных агентств. У семьи убитого был ангел, а у Скоробогатовой, это третий фигурант дела и возможный подстрекатель к совершению преступления, ТО «Петроспецоблагообслуживание». Таня, а не существует каких-либо свидетельств
о том, что Скоробогатова хоть что-то говорила, делала или писала кому-то о том, что ей мешает ваш отец? Хоть каким-то образом существует это в зафиксированном виде? Я считаю, что есть доказательства. Это сообщение между Емельяновым и Скоробогатовой, когда она писала про то, что вот папа снова выиграл тендер. Вот эти сообщения Емельянова. Все, успокойся, все хорошо будет, не переживай. Забрал ту больницу. Дальше мат, но смысл такой. Все равно на больницу, не переживай. Ирина отвечает. Все объединились против, они все заберут. Эти сообщения. Плюсом я считаю, что звонки в период, когда они уже совершили убийство. Ирина действительно звонила Емельянову несколько раз, пока он расправлялся с жертвами. Но телефон Сергея был в его машине. Следователи подробно расспрашивали про то, как часто обсуждали Ирина и Сергей конкурентов, и в обвинительном акте пришли к таким выводам. Вот что тут написано. Язык казенный, но главный смысл становится понятен. Свой преступный умысел, направленный на причинение смерти двум лицам, Скоробогатова самостоятельно привести в исполнение не могла. Она, понимая, что Емельянов испытывает к ней сильные любовные чувства и не сможет отказать в ее желаниях, решила привлечь последнего в качестве исполнителя. При каждом удобном случае она высказывала Емельянову свою неприязнь к конкуренту, поясняя, что в случае выхода Приходченко из бизнеса весь доход перейдет в их организации и материальное благосостояние улучшится. И на следствии, и потом на суде Ирина все отрицала. Сергей ее поддерживал. И Орлову он тоже запретил втягивать в эту историю Ирину. Действительно есть переписка между Емельяновым и Орловым о Скоробогатовой? Ну вот была записка «Не топи Скоробогатову», кажется так. Записка была сделана уже, когда проходил суд первой инстанции. И Емельянов писал Орлову, чтобы тот не топил дословно Скоробогатову. То есть это было как будто бы с какими-то угрозами написано. Что там еще было написано, честно, не помню, но я помню, что дословно было написано, что вот не топи Скоробогатову. Об этом всем рассказал Орлов, и его адвокат тоже говорил, но, по-моему, эту записку-то даже не приобщили к делу. Она, скорее всего, подговорила, чтобы они убрали конкурента, вот и все. Они не только конкуренты, они решили всю семью убрать. Ирину начали судить по статье «Подстрекательство». А дальше вдруг все изменилось, и в итоге Ирина оказалась на свободе. Похоронили Вадима, Юлию и Юру Приходченко 31 декабря, за несколько часов до нового 2024 года. Как прошли похороны, я даже не знаю, я и не помню их. Первая мысль, я честно говорю, хотелось просто пойти и лечь рядом с Юлечкой и никуда не идти. Но когда я потом посмотрела на Танечку и думаю, если сейчас и мы еще куда-то уйдем в никуда, как же она будет одна? И просто мысль о том, что мы должны быть рядом с Таней. Что было дальше с домом, где все случилось? Я первая туда не поехала, поехала бабушка с родственниками, они там немного прибрались, но когда я заходила домой, там было очень холодно, а в доме также стояли продукты, которые мама занесла. Какие-то вещи были все еще раскиданы, и все было в красном порошке. На месте, где убили папу, там от начала до конца все обои были в крови. Мы убрали матрас, на котором лежал Юра, потому что он был пропитан полностью кровью. Переклеили вот обои. На кухне, где мама была, там
Была куртка вся в крови, потому что она там была рядом. Мы с бабушкой и с дедушкой пытались переночевать в доме, но это было невозможно. Этот дом, в котором когда-то жила счастливая семья, какое-то время пустовал. Таня так и не смогла заставить себя вернуться сюда. Ну, дом Таня продала, вот, людям, значит, ну, как сказать продала? Можно сказать, что она их подарила его, потому что она продала за бесценок, она там находиться не могла, вот, жить там тоже не смогла бы. Вот, ну и этот дом, в общем, с деревни приехали люди, купили этот дом. Таня сняла квартиру, впереди были месяцы следствия и потом суды. А еще Тане в свои 26 лет надо было принимать решение, что делать с бизнесом родителей дальше. Но главное добиться справедливости и доказать, что это было заказное убийство. Емельянов продолжал покрывать Ирину, валить все на Орлова. И все трое настаивали на смягчающих обстоятельствах. У всех троих маленькие дети. У Емельянова аж 2. Кстати, с утра после преступления он спокойно повез их в садик. Вот такой заботливый отец. У Ирины 1 ребенок и у Орлова тоже. Вы видели на суде эту троицу? Пришлось каждый раз, каждое заседание сидеть напротив них. Но я не смотрела в их сторону до последнего. И они сидели все вместе. Они вам, кто-нибудь из них что-нибудь вам сказал? Ну, я понимаю, что это очень много, чтобы кто-то из них сказал: Таня, прости. Ну, вообще, что-то они вам говорили? Скоробогатова все время говорила, что она невиновна. С папой они были в дружеских отношениях. А про то, что она сожалеет и прочее, ничего не было. Емельянов раскаялся, но что это раскаяние дает? Как он раскаялся? Принес извинения. Вам? Да. Но просто для чего это было сделано? Мне эти извинения ни к чему. Я помню еще в прошлом году, когда их уже перевели в тюрьму, уже после апелляционного суда, мне звонил Орлов. Он просил прощения. Но я просто сказала больше не звонить и бросила трубку. В какой-то момент обвинение Ирины Скоробогатовой заменили на другую статью. И это была уже совсем другая роль и мера ответственности в жестоком убийстве. Родственники и знакомые убитой семьи были уверены, убийство носило заказной характер, а мужчины просто стали исполнителями. К слову, 3-ю фигурантку уголовного дела судили за подстрекательство, но статью неожиданно переквалифицировали. Деяние, совершенное Скоробогатовой, переквалифицировано на статью 434 Уголовного кодекса, то есть недонесение о совершенном особо тяжком преступлении. Санкция статьи 434 Уголовного кодекса предусматривает наказание, штраф, либо исправительные работы, либо ограничение свободы, либо лишение свободы до 6 лет. И вот 11 месяцев спустя суд вынес приговор. Емельянов получил пожизненное, Орлову дали почти 22 года, а Ирине Скоробогатовой 3 года. 3, да, вы все правильно услышали. Ирину привлекли за то, что недонесение, только недонесение. Но с ее-то стороны явно видно, что было подстрекательство людей, а за это она ничего наказания не получила. Получается, она просто отделалась легким испугом, и все. Получается так, что можно вот так нашептать, наговорить, заказать, и тебе ничего не будет. А почему так мало доказано? И почему такое мягкое наказание? Ну, понятно, одно логично. Почему так мало доказано? Суд решил, что мало доказательств вещественных, что все это формулируется на домыслах, и прямых доказательств нет. Но я не понимаю просто, если это подстрекательство, и человек это все планировал с человеком, с которым он жил, ну о каких там сообщениях, о каких звонках может идти речь, когда люди, находясь одни в квартире, могут просто переговорить. И сделано это было не одним днем. Скорее всего, это просто капалось на человека, и вот было принято такое решение.
Конечно же, родные Приходченко стали писать апелляции и требовать справедливого приговора. Прокуратура их поддержала. Всего было подано 11 апелляций. Жительница Петропавловска, семью которой убили из-за похоронного бизнеса, не согласна с приговором суда. Прокуроры также заявили о мягком наказании для преступников. Дочь погибших считает необходимым пересмотреть наказание в отношении осужденной предпринимательницы. Ее наказали за недонесение о преступлении и назначили 3 года лишения свободы. Девушка выступила с видеообращением в социальных сетях. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Приходченко, и я хочу обратиться к общественности и правоохранительным органам с просьбой о справедливости. Скоробогатова, Орлов и Емельянов будут жить дальше. Они будут видеть своих близких, они будут с ними разговаривать. А я больше не имею такой возможности. Я больше не попрошу у папы совета, не услышу его шутки. Я не почувствую мамину заботу и тепло. Я не услышу, как братик играет новую песню на гитаре, как он заканчивает школу, как он идет в университет. Эти люди лишили меня этой возможности. Я пытаюсь бороться за справедливость, потому что знаю, что родители и братик пытались бороться за жизнь до конца. Состоялся апелляционный суд. Орлову добавили еще 1 год заключения. Скоробогатовой срок изменили, но не статью. Вместо 3 лет дали 4 года. А потом вообще случилось удивительное. Ирину отпустили на свободу. Ей дали отсрочку в связи с тем, что у нее есть несовершеннолетний ребенок. До его 14-летия 9 месяцев она находится дома. Освободили ее в связи с тем, что в Казахстане ввели новый закон, что суд обязан давать отсрочки матерям, у которых есть несовершеннолетние дети. И по идее она должна еще отсидеть, но я не уверена, что она отсидит, потому что если и здесь получилось выйти, и в принципе получить наказание только за недонесение. 4 года и получить еще смягчающие обстоятельства, получить отсрочку. Сказать, что у меня ребенок вот такой вот особенный, что у меня мама престарелая. Все, получила отсрочку вот до марта месяца. А что будет дальше? Мне бы вот, например, хотелось, чтобы обязательно ее привлекли за подстрекательство. К сожалению, правда. И я, вот мое мнение, я очень невысокого мнения о казахстанских правоохранительных органах, особенно прокуратура. У нее там, значит, сын больной, там туда-сюда, но она же знала, на что шла. Знала. Почему ей такая поблажка, значит, хотя я знаю, не знаю, а думаю, что она все-таки причастна к этому убийству. И скорее всего, что все от нее шло. Ну а там уже вывернули, повернули. Вот она, мать-одиночка, значит, что сын у нее больной. Ладно, она с сыном будет, да, она с матерью будет. А мы с кем будем? Наши дети-то где? Как их можно вернуть? В судебной истории еще не поставлена точка. Таня Приходченко продолжает подавать апелляции, добиваясь все той же цели – доказать, что Ирина была подстрекателем и что она не может быть на свободе. Кроме этого, Тане в свои 26 лет пришлось принять очень важное решение в своей жизни – что делать с бизнесом папы и мамы. А сейчас вы живете где и чем занимаетесь? Сейчас снимаю квартиру, также работаю в ритуальной сфере, но не так, как папа. Мы просто с сотрудниками организуем похороны и продаем товар. Вот. А каким образом это случилось? Вы же должны были быть дизайнером в Санкт-Петербурге. Как вы приняли это решение? Я думала на тот момент, что нет, я просто уеду из этого города, я не хочу здесь находиться, я не хочу здесь жить, я не знаю, что буду делать, но я просто хотела быстрее уехать. Но потом, когда подумала, что папа создавал все это с нуля, своими руками, и за 20 лет создать фирму, руководить ею, ну, как будто бы это было бы нечестно по отношению к папе, просто все бросить, весь его труд.
Еще я подумала, что папа бы так, наверное, не поступил. И после того, как я все-таки обдумала, я поняла, что нет, я не хочу это бросать, я буду вести дело папы. Таня, а насколько вам трудно вообще заниматься этим делом, которое вы изначально не выбирали, а приняли как бы потому, что, это вот такое решение? Насколько вам это сложно? До сих пор сложно, потому что я никогда не была руководителем, я никогда не занималась подобными вещами. И сложно это эмоционально, потому что все время сталкиваешься с тем, что люди умирают. И вот первое время, когда все возобновили работу, сотрудники, которые до сих пор работают здесь, никто вот не был уволен, никто не ушел. Я очень благодарна каждому из них, потому что они все подсказывали, что, как правильно делать, куда нужно звонить, как нужно разговаривать, куда нужно съездить, что нужно делать. Таня, а Скоробогатова сейчас ваш конкурент? Честно говоря, я не знаю. После судов фирма заглохла. Понятно почему. Скоробогатова не может управлять ею. Туда просто никто не обращается. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что хотят продавать этот бизнес. Не знаю. Таня живет в небольшой съемной квартире. К ее большому сожалению, она не смогла взять сюда любимых домашних питомцев. Крупные собаки привыкли к свободной жизни во дворе. Я отдала их в хорошие руки, в семьи. Последняя была Айза, полухаски, полулайка. Тоже получилось так спонтанно ее взять. Папа увидел объявление, что отдается в добрые руки, и просто притащил маленького щеночка домой. Сейчас догоню. И потом этот щеночек вырос в огромную собаку. Она, конечно, очень смешная была собака. И потом вот ее пристроили к семье, где есть дети, потому что она очень активная. Ей нужно бегать, с ней нужно заниматься. Я бы вообще всех собак... у нас где было на тот момент? Всех их и всех кошек бы забрала. Только, правда, в квартире, наверное, места мало будет. Вот. Вторая собака — это восточноевропейская овчарка. Это была самая умная собака, которая вообще у нас когда-либо была. И при этом я помню, я еще тогда в школе училась. Что-нибудь случится, я в слезах бегу к нему. А он меня выслушивает спокойно. Эту картину мне подарили. Она сделана с фотографией общей. Мы тогда праздновали Новый год вместе. Получается, последний. И папа тогда фотографировал на мой телефон. И мне нравится, что утром, когда просыпаешься и когда засыпаешь, я просто смотрю на них. Как будто бы они рядом. Здесь вообще стоит Юрина гитара, которую вот он сам купил, на которой он больше времени играл. Я, конечно, пыталась на ней научиться играть, но мне кажется, только Юра сможет на ней играть хорошо. Вообще папа умеет играть на гитаре, и у нас была вот его старая-старая гитара. И когда вот папа играл, Юре понравилось это, он тоже решил, и он очень быстро, наверное, буквально за несколько месяцев научился играть. Самое главное в жизни для меня сейчас, чтобы у Танюшки все было хорошо, чтобы она устроила свою жизнь, и чтобы у нее была семья, чтобы был рядом хороший человек, такой же, как ее отец, добрый, отзывчивый, чтобы также ее любил. И насколько нам даст Бог жизни, чтобы мы были с ней рядом. Самое главное в жизни — это Танюшке помочь. Все, больше ничего.
Ну, как сможем, так и он, бабка так не вылазит от нее, она, ну, в общем, помогает ее, просто поддерживает, чисто вот так вот. Юлиному папе очень тяжело говорить про это, всю трагедию. Он настолько сильно переживает, очень часто уходит в себя, потому что ему очень тяжело. Я впервые в жизни видела, как он плачет. Вот в этом году 48 лет, как мы с ним живем, я впервые видела, как он плачет. А как не плакать? Они сами льются. Вы знаете, я ведь до сих пор жду, когда придет. Забежит Юрка и скажет: ба, я приехал. Мне кажется, они уехали куда-то очень далеко и должны прийти, должны вернуться. Значит, класс, все, наш урок подошел к концу. Можете собирать принадлежности, учебники. Спокойно, только тихо, без всякого шума. Выйти Урок на перемену. закончен. Всем до свидания.